Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу показать вам очередной несложный, очень легкий оригинальный узор крючком. Вот из такой, смотрите, если видно, блестящие ниточки. Ниточка не очень толстая, не очень тонкая. Крючок у меня сегодня, смотрите, 3 миллиметра, моя рабочая лошадка. Про пряжу я вам скажу в конце видео. Вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узоры универсальные. Вяжите из любой пряжи. Самое главное правильно подобрать крючок. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. В принципе, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 16 петелек плюс 3. Давайте я наберу 2 раппорта, 32 воздушные петельки, и еще плюс 3 петельки, получается 35. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее делаем по схемке, провязываем ряд столбиками с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки, провязываете столбики с накидом, ничего сложного. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно? Я набрала 35 петелек, у меня будет 35 столбиков. Ничего сложного. Первые 3 петельки, которые мы сделали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, это несложно, у вас получится, но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Это первый ряд нашего узорчика. Дальше что мы делаем? Повторяйте. Вначале мы делаем петельку подъема, одну, есть, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. 2 петельки вместе, есть. Дальше воздушная петелька, пропускаем один столбик и в следующий столбик за верхушечку беремся и провязываем еще один столбик без накида. Мы весь ряд будем шагать сейчас через один столбик. Запомнили, да? Дальше, смотрите, воздушная петелька, делаем накид, столбик пропустили, в следующий нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, накид. Столбик пропустили, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом, полноценный. Воздушная петелька, опять столбик пропустили, делаем 2 накида, 1, 2, пропустили столбик, в следующий нырнули, провязали столбик с 2 накидами по 2 петельки, 2, 2, 2. Видите, у нас каждый раз все столбик выше, выше и выше. Дальше воздушная петелька, опять 2 накида, 1, 2, столбик пропустили, в следующий столбик с 2 накидами по 2 петельки, 2, 2, 2. Видите, вот такие вот окошечки получаются. Дальше идем на убывание. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, в следующий провязали столбик с накидом. Уменьшаем наши столбики, высоту. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили и в следующий столбик нырнули и провязали все 3 петельки вместе, полустолбик с накидом. Воздушная петелька, столбик пропустили и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Вот какая картина должна у вас получиться. Несложно. И опять повторяйтесь. С самого начала ряда. Воздушная петелька, столбик пропустили, столбик
без накида. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, полустолбик с накидом. 3 петельки вместе, то есть столбик чуть повыше. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, столбик с накидом. Полностью провязываем по 2 петельки. Еще выше столбик. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили. У нас здесь получается 2 накида. Раз, два, столбик с 2 накидами. Есть. Воздушная петелька, 2 накида, столбик пропустили, опять столбик с 2 накидами. И потом опять уменьшаем наши столбики. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, столбик с накидом. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, полустолбик с накидом. Все 3 петельки вместе. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках ставьте свою скорость, с которой вам будет комфортно вязать. Дальше. Воздушная петелька, столбик пропустили, столбик без накида. Воздушная петелька, столбик пропустили, и там, где у нас были 3 петельки подъема, в 3-ю петельку нырнули, провязали столбик без накида. Вот мы так вот вместе с вами провязали 2-й ряд, и вот что у нас по итогу получается. У вас также? Несложно? Идем дальше. Итак, для начала делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Воздушная петелька. И теперь мы шагаем вот по нашим столбикам. Так? Точно такие же будем делать окошечки по одной воздушной петельке. В следующий столбик, столбик без накида. Воздушная петелька. В следующий столбик, полустолбик с накидом. То есть как мы сами провязывали до этого, все точно так же сами сохраняем. Верхушечку столбика нырнули, провязали 3 петельки вместе, полустолбик с накидом. Воздушная петелька. Следующий у нас идет столбик полноценный с накидом. Есть. Воздушная петелька. Здесь 2 накида. И вот в столбик с 2 накидами провязываем столбик с 2 накидами. По 2 петельки. 2, 2, 2. Есть. Воздушная петелька. Опять 2 накида. И в следующий столбик, столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Видите? Столбики наши опять растут. Теперь будут уменьшаться. Воздушная петелька, накид. Здесь у нас столбик с 1 накидом. Воздушная петелька, накид. Здесь у нас полустолбик с накидом. То есть мы берем с вами за верхушечку аккуратненько и провязываем все 3 петельки вместе. Раз, провязали. Воздушная петелька. Дальше у нас идет с вами столбик без накида, и мы провязываем столбик без накида. Все. Видите? Дальше будет повторение. Все то же самое. Опять столбик у вас без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом. 2 столбика у вас будут по 2 накида и обратно возвращаетесь. Поняли? Давайте вторую половинку самостоятельно провяжите, потому что эти 2 ряда абсолютно идентичны друг другу. Вы справитесь. Я вас встречу в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот у нас получается вот такие вот интересные листочки, да, волны, листочки. Как мы закончили сами ряд? Точно так же получается, провязали столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. Все, ничего сложного. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. А теперь мы с вами шагаем в каждую арочку и каждый столбик. Арочка, столбик, арочка, столбик. Поняли, да? Итак, вот наша первая арочка, нырнули в нее и провязали столбик с накидом. Есть. Накид. Дальше у нас столбик без накида, нырнули за верхушечку, схватились, провязали столбик с накидом. Дальше идет арочка из воздушной петельки, столбик с накидом. Дальше у нас был полустолбик с накидом. В него также верхушечку захватываем аккуратненько и провязываем столбик с накидом. Дальше арочка, столбик с накидом. Столбик с накидом был, в него столбик с накидом. Арочка, столбик с накидом. Дальше у нас столбик с 2 накидами, мы провязываем столбик с накидом. Арочка, столбик с накидом. Столбик с 2 накидами, тоже столбик с накидом. Так. Опять арочка, столбик с накидом. То есть, понимаете, да? Мы весь ряд провязываем столбиками с накидом. Дальше у нас столбик с накидом. Мы в него тоже столбик с накидом делаем. Арочка, столбик с накидом.
полустолбик с накидом, беремся за верхушечку, провязываем столбик с накидом, арочка, столбик с накидом. Все, и дальше у вас точь-в-точь повторение. Опять идут столбик без накида, арочка, столбик без накида, как в начале ряда. Поняли? Вот, ваша задача провязать точь-в-точь, как мы провязали. Вот наша половинка. Следующую половинку также провязывайте столбиками с накидом. Все, ничего сложного. Вот такой простой ряд. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас получается. Вот такая красота. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот у нас получается, здесь был столбик без накида предыдущего ряда. Делаем накид и в него провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь будьте внимательны. У нас здесь ряд тоже состоит из столбиков с накидом, но они у нас рельефные. Смотрите, делаем накид. Вот наш второй столбик. Мы беремся не за верхушку, а смотрите, захватываем сзади наперед. Вот так вот столбик. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик точно так же. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. Сейчас вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Ваша задача весь ряд вот так вот провязать. Никаких особенностей. Все те же самые столбики с накидом, только рельефные. Понятно? То есть вообще ничего сложного. Сейчас покажу вам, как будет данный рельеф выглядеть с другой стороны. Получается, с другой стороны они будут называться рельефные изнаночные. Мне кажется, проще всего рельефные лицевые столбики вязать. Как-то, мне кажется, это быстрее. Вот. И сейчас покажу, что у нас выглядит на противоположной стороне. Смотрите. Видите? Вот так вот подчеркивается, как бы полосочкой такой рельеф. Здесь данные столбики будут называться рельефными изнаночными. Красота? Красота. Все, вот так вот шагаете до конца ряда, и каждый столбик не пропустите, лишнего не провяжите. Каждый столбик у вас будет рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Давайте сейчас вам с вами до конца провяжу первую половинку нашего образца. Да, то есть один раппорт провяжу с вами. Вот. А дальше, получается, вы уже будете провязывать сами. Так. Все. И дальше все. Вторая половинка ваша. Договорились? Не сложно? Не сложно. Встречаемся в конце ряда. Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Так, с этой стороны выглядит так. С другой стороны рельефные столбики видно очень хорошо. Как мы заканчиваем наш ряд? Последний наш столбик, да, мы провязываем вот в третью петельку подъема предыдущего ряда. И у нас здесь будет просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. А теперь будьте внимательны. Мы делаем 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем поворот. Одну воздушную петельку по узорчику. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь 2 накида. Пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька, накид. Столбик пропустили, в следующий провязали столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, накид. Столбик пропустили, в следующий провязываем полустолбик с накидом. 3 петельки вместе. Воздушная петелька. В следующий, получается, пропускаем мы столбик, в следующий провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Столбик пропустили, в следующий столбик без накида. И что вам не напоминает? То есть мы так уже провязывали, видите? Вот так же мы провязывали. Только мы как бы начали с половинки. У нас здесь были полноценные вот такие вот дуги, а теперь мы начали с половинки дуги. Видите? Как бы мы сверху опускаемся вниз. Здесь мы поднимались снизу вверх, а здесь сразу же сверху вниз. А дальше все то же самое, как мы провязывали здесь. Опять воздушная петелька, накид. Здесь у нас будет полустолбик с накидом. Секундочку, пропускаем один столбик. Пропустили столбик, в следующий полустолбик с накидом. Воздушная петелька, накид. В следующий пропускаем столбик. Потом столбик у нас идет с накидом. Воздушная петелька. Столбик пропустили. Дальше у нас идут столбик с 2 накидами.
воздушная петелька, 2 накида, столбик пропустили, дальше идет опять столбик с 2 накидами, поняли? То есть провязываем все то же самое, просто оно сместилось немножечко, да, в шахматном порядке. Все, и обратно опять спускаемся, поняли? Спускаемся и здесь поднимаемся, и я вас в конце ряда встречу. Не сложно? Не сложно. Все то же самое мы с вами уже провязывали. Повторяйте. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, что у нас получается. Видите, точно такие же волны или листочки, как мы их назовем, да? Только они теперь вот так вот в шахматном порядке. Итак, вот мы поднялись на нашей волне, сделали столбик с 2 накидами, воздушная петелька и заканчиваем ряд тоже столбиком с 2 накидами. 2 накида, столбик 1 пропустили, и там, где у нас были 3 петельки подъема, мы в 3-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Есть. Дальше опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 6 воздушных петелек. 2 накида. И точно так же провязываем. Столбик с 2 накидами, столбик с 2 накидами. Есть. Воздушная петелька. Накид. Столбик с 1 накидом, столбик с 1 накидом. Мы с вами уже так провязывали, помните. Воздушная петелька. Там, где полустолбик с накидом, беремся за верхушечку и провязываем полустолбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Там, где у нас столбик без накида, беремся за него столбик без накида. Воздушная петелька. Опять, где столбик без накида, столбик без накида. Воздушная петелька, полустолбик с накидом, беремся за верхушечку и провязываем полустолбик с накидом. Есть. Поднимаемся сейчас, да? Воздушная петелька, столбик с накидом, столбик с накидом. Все без изменений. Воздушная петелька. Там, где столбик с 2 накидами, провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Поняли, да? Все то же самое, что мы с вами провязывали вот в нашем 3-м ряду, просто смещено в шахматном порядке и ничего сложного. Понятно? Все, давайте самостоятельно сейчас спуститесь, опять подниметесь, и я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, вот наша красота растет. Вот наши листики готовы. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас столбик с 2 накидами, воздушная петелька. Делаем 2 накида. И там, где у нас были 5 петелек подъема, мы в 5-ю петельку нырнули. И провязываем столбик с 2 накидами. И на этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. И теперь мы весь ряд провязываем столбиками с накидом. И в арочку у нас будет столбик с накидом. И в столбик у нас тоже будет столбик с накидом. Помните, да, мы так с вами провязывали. Опять в арочку столбик с накидом. И в столбик, получается, у нас идет столбик с накидом. Опять в арочку столбик с накидом. Поняли, да? То есть наша с вами задача точь-в-точь повторить. Получается 1, 2, 3, 4. Вот 4-й ряд. Вот видите, у нас 4-й ряд полностью столбики с накидом. И в арочку, и в столбики. Вот здесь все то же самое. Понятно? Справитесь самостоятельно? Я думаю, справитесь. Совсем не сложно. Давайте в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот что у нас получается. Вот так вот мы подчеркнули как бы наши листики, да, столбиками с накидом. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот получается, у нас здесь были 5 петелек подъема, да, и 1 петелька по узорчику. Итак, в арочку нырнули, провязали столбик с накидом. И теперь в 5-ю петельку подъема точно так же провязали столбик с накидом. И на этом наш ряд закончен. Ничего сложного. Теперь вы помните, мы следующий ряд будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И все столбики по порядку, смотрите, провязываем, опять повторим, сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули рабочую ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Следующий столбик точно так же, сзади наперед, столбик перед крючком и по 2 петельки провязали. И вот так вот провязывайте каждый ряд. То есть, ну, вы уже поняли, да, как бы принцип. Все, до конца ряда вот так вот рельефными столбиками. Именно здесь они у вас лицевые, да, а получается на другой стороне они выглядят как изнаночные. Опять, видите, подчеркивают как бы наши волны. Вот подчеркивают и здесь подчеркивают.
Все, давайте самостоятельно. Вы уже знаете, как это провязывать. Мы не будем на этом останавливаться. До конца ряда самостоятельно провяжите, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наша красота растет. Рельефные столбики провязали. Вот так они выглядят с другой стороны. Очень красиво. И как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как и предыдущий здесь заканчивали. Получается, мы делаем накид. И там, где у нас были 3 петельки подъема, мы аккуратненько в третью петельку ныряем и провязываем столбик обычный, столбик с накидом. Все. Здорово, здорово. Воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика, столбик без накида. Есть. Воздушная петелька, пропускаем столбик и в следующий столбик, столбик без накида. Есть. Воздушная петелька, пропускаем столбик и в следующий будем провязывать полустолбик с накидом, то есть 3 петельки вместе. Воздушная петелька, накид, столбик пропустили, в следующий столбик с накидом. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь, внимательно посмотрите, вот начало нашего узора. Вот у нас получается сейчас, видите, увеличиваются столбики, потом будет уменьшаться. Следующий ряд мы точно так же будем повторять, увеличивать столбики, потом получается уменьшать. Дальше у нас будут столбики с накидом, так, потом рельефные столбики. А потом опять у вас будет наоборот. Мы будем уменьшать столбики, потом увеличивать. Видите, уменьшать, увеличивать. Опять полностью весь ряд столбиками с накидом, потом рельефные лицевые столбики с накидом. Все, мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика, уже сдвинули его в шахматном порядке, еще раз провязали и опять начали вот с нашего ряда, с наших вот этих вот окошечек, листики рисовать, вязать. Вот такая красота. Давайте увеличим образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что интересно, оригинально. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Принцип узорчика понятен. Вот такая вот красота. Как вам? Вязали вы уже что-то либо из такого узорчика или еще нет? Я давно этот узор видела, но как-то все вот мне руки не доходили попробовать связать его. Смотрите, какая особенность. Вы можете в данном узорчике вот так вот подчеркивать, да, рельефными столбиками, а можете просто провязывать ряд обычными столбиками с накидом, чтобы у вас был узор двусторонний. Он же у нас получается сейчас односторонний, видите, это изнаночка, все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать, а это сторона лицевая. Если хотите, чтобы у вас был, например, шарф, палантин, да, там накидочка какая-либо двусторонняя, то просто рельефные столбики провязывайте обычными столбиками, и будет у вас двусторонний узорчик. Как вам? Не сложно, не сложно. Самое интересное, что данный узор можно применить к любым вещам, и зимним, и демисезонным, да, и летним. Это и топики, и маечки могут быть, шарфы, снуды, это могут быть кардиганы. Не забывайте, что узор можно поворачивать, и он у вас будет вертикальным, опять же, либо рельефным, либо просто гладеньким. То есть вы можете сделать удлиняющий такой силуэт, да, и будет красота. Так что пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Из моих ниточек узор тянется вот так вот и вот так вот. Из ваших может тянуться больше, меньше. Обязательно провязывайте своей рукой, своей пряжей, своей плотностью вязания. А ниточки какие у меня сегодня, смотрите, покажу вам. Новички, кто еще не знает, смотрите, Alize Angora Gold Сибли называются. Дальше моточки 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть, 5% металлическая ниточка. Если видно, да, на камеру, то переливается немножко такой вот узор, блестит. Блестит он не именно серебряной ниточкой, а такой зеленоватой. Видите? Ну, так вот спокойно, не слишком ляписто, да, аккуратненько. Крючок здесь нам советуют производители брать от 2 до 4. У меня 3. Цвет, если кому понравился, смотрите, 515. Ну, на камеру, возможно, передается чуть темнее, чем он есть на самом деле. Так, в принципе, такой не слишком яркий зеленоватый оттенок. Вот. Вы берете свою пряжу. Все узоры универсальны. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит по-разному, поэтому обязательно пробуйте, вяжите. Давайте я замерю свой образец сегодня, что у меня получилось моей рукой, моей пряжей, моим крючком, моей плотностью вязания. При одинаковых исходных данных у нас могут быть с вами разные данные, ну, результаты. Получается, вяжите обязательно образец своей рукой. У меня это вот, смотрите, 16 сантиметров. Так, это у нас получается 35 воздушных петелек я набирала. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. Ну, возьмем за самую верхнюю точку, да. Получается
Вот 12,5 сантиметров. Совсем несложный узор. Он, в принципе, когда вы поймете, да, он быстро растет. То есть ничего здесь сложного нет. Вы повторяете одни и те же ряды, просто смещаете в шахматном порядке. Вот такая красота. Как вам? Надеюсь, сегодняшний узорчик понравился. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Да? Многие зрители не подписываются. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты, нажимайте кнопочку спонсорства. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.